Всем привет, с вами Дэн, Aquatriden. Заказывал через Озон, через их официальный магазин. Ну и давайте вскрывать. Быстро приходит на Озоне, конечно, прям удобно. Короче, смотреть что, потому что Aquatriden-то у нас на обзоре не был уже достаточно давно. А модели у них выходят регулярно и достаточно такие интересные и необычные. Так, аккуратнее надо здесь, потому что пленочку снимаем. Пластиковый кейс не портим. Пленка прям такая ядреная. Все. Есть. Открываем. Большой кейс, солидный. Ну и по комплектации здесь, как всегда, много всего. Есть салфетка, есть второй ремешок кожаный с бронзовой, да, баклей, точнее под бронзу бакля. Так, что здесь? Гарантийная карточка и, собственно, самое главное, это, конечно же, часы. Давайте сейчас все распакуем и будем знакомиться с этими красавчиками. Итак, новинка Aquatriden Atlantis. Их достаточно много разных версий. Я выбрал вот эту с необычным циферблатом, таким, как будто здесь уже ржавчиной покрылся. И, кстати, слушайте, эффект отсутствия стекла прям здесь какой красивый. О, класс. Шикарно. Слушайте, супер. Нравится. Вот этот матовый цифер прям подходит. Такая ржавчина, при том, что еще и бронзовые часы. Так что, когда бронза покроется патиной, вот она будет сочетаться с этим циферблатом просто... Пушка, просто пушка. Слушайте, класс. Вот это они придумали прикольно. Мне прям сразу зашло. Еще на картинке. Но на картинке там может быть не так понятно, а вот вживую смотришь, да. И понимаешь, что вот это прям вот то, что хочется, то, что надо. Ну давайте сначала по характеристикам. Значит, здесь внутри стоит Seiko NH35 под глухой задней крышкой. Да, надежная японская рабочая лошадка. Бронзовый корпус, керамическая вставка матовая на безеле. Сапфировое стекло с внутренним антибликом. Но здесь, честно говоря, кажется, что даже и внешний стоит. Ну нет, внешнего нет. Но эффект есть благодаря тому, что здесь абсолютно матовый циферблат. 100 метров водозащиты, швейцарская суперлимнова на метках и стрелках, каучуковый ремешок идет в базе, и также к нему в дополнение идет кожаный ремешок. Бакля на кожаном ремешке и бакля на базовом ремешке — это сталь с покрытием, что правильно, потому что бронзовая бакля не всегда очень приятна. Так что это они молодцы. И то же самое здесь задняя крышка. Тоже стальная с покрытием. Поэтому с запястьем здесь минимум, что будет взаимодействовать для тех, кто вот первый раз бронзу попробовать или не очень любит, когда там летом, особенно рука потеет, патина покрывается. Мне кажется, вот это самый оптимальный вариант, потому что по большому счету с вами соприкасаться будет ну тут вот минимум, всего-то ничего. Так что вариант, да. Кстати, мягкий кожаный ремешок, очень удобный. Вот эти вот фактурные такие ремешочки. Система быстрой замены есть и здесь. И здесь, так что менять можно максимально быстро, и это здорово. Комплект богатый, ремешки, круто. Теперь самое главное, что по цене. Разные модели, там в зависимости от циферблата, они на Озоне стоят от 13 600 рублей, да, там где-то примерно до 14 тысяч. Ну, примерно сколько там получается? Ну, считайте, где-то 160 баксов. За бронзовые часы на механике, это вообще ни о чем. Но в сайте, кстати, посмотрел, они стоят аж $300, так что у нас на Озоне, по крайней мере, на момент записи ролика, считайте, что такой прям мега-мега идет дисконт и распродажа. Значит, 43 с небольшим здесь получается у нас по корпусу, чуть-чуть толще безель, чем сам корпус, значит, корпус будет поменьше. Давайте посмотрим. Ну и плюс это будет повышать удобство пользования безеля. Да, 42 примерно и 6. По высоте получается 13,6, ремешок 22, стандартный размер, и от ушка до ушка 49,5. Давайте посмотрим сразу на моем запястье, у меня 18,5 в обхвате, слушайте, ну удобно. Удобные такие среднеразмерные бронзовые часы с необычным циферблатом, вот они примерно, как мне кажется, вот такого размерчика и должны быть вот на запястье типа моего. Конечно, кому как нравится, но здесь сама
Структура корпуса с широкими такими массивными ушками, с достаточно широким безелем, с большой крупной заводной головкой, они маленькими быть не могут. Они будут, когда маленькие, то смотреться не очень. А здесь вот размер вот прям самое то. Удобно. Посадочка удобная, ну ремень удобный. Здесь в этом плане все приятненько. По весу 121 грамм, даже чуть меньше. Так что, ну, вес здесь явно небольшой. Матовый. Точнее, сатинирование у нас идет по всему корпусу, но это бронза, это понятно, так оно и должно быть. Ого! Вот это четкий, уверенный мужской безель, без люфта, прям супер, слушайте. Кстати, вот версия на ремешке, плотный такой, с итальянской кожей, матовый, хорошо сочетается с безелем, хорошо сочетается с циферблатом. Да, слушайте, тоже можно, мне нравится, можно пробовать. Хорошо. На ремешке тоже классно. Еще можно, я думаю, на натовском ремешке попробовать. Но вот в целом в базе, да, два черных ремня как раз с бронзой, да, с такой рыжим циферблатом. Почему нет? Ну, к тому же, благодаря системе быстрой замены, все можно быстро менять. Задняя крышка здесь с якорем такой, посмотрите, высокий, 1,5 мм здесь точно есть. Очень красиво, здесь все такое литое, прям. Тоже пушечка, ребята молодцы, сделали красоту. Да, интересный циферблат, прям супер, необычно. Белый здесь логотип, стрелки, наконечник секундной стрелки и в таком Old Radium люминове сделаны метки и железная дорога, разметка минутная. Ну и матовый безель тоже здесь прям вот в тему керамика. Круто. Вот эти каменные циферблаты идут на все линейки, они везде разные. Все тут прям супер. И конкретно эта версия называется пиротехнический камень. Ну класс. Просто бомбяу, как мне кажется. Задняя крышечка и бахля впечатляет. Что скажу по итогам? Конечно, это что-то новенькое в плане циферблатов. Это прям максимально интересно. Нигде такого еще не видел. Никто такого, как мне кажется, еще не делал. Разнообразно, очень много всего интересного. Кажется, что заслуживает внимания. Ну и в плане цена-качество, с учетом цены на Озоне, ну это просто, я не знаю, крышесносительное предложение, на мой взгляд. А Quadradiant, конечно, красавчики. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.